друзья! Меня зовут Виктория Андерсон, я специалист позитивной психологии, женский коуч, основатель школы осознанного питания Nordic Balance и диетолог. Сегодня у меня в гостях моя выпускница, которую зовут Инга. Инга живет в Дании, она микробиолог, она все знает об анатомии, физиологии и прочих интересных наших вещах, которые связаны с нашим организмом. И Инга хотела потерять буквально полтора килограмма, но на самом деле ей удалось сбросить 7 килограмм. И мы на этом остановились, потому что я считаю, что ей больше не нужно этого делать. Давайте знакомиться. Инга. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня меня Виктория к себе пригласила, чтобы я дала интервью по поводу своего процесса. Во-первых, как я тебя нашла? Да, скажи, пожалуйста, всем нашла я интересно. Викторию совершенно случайно в Фейсбуке. И, честно говоря, подумала, вот еще одна, которая обещает минус 200 грамм. Но все равно подписалась в ее группу и стала следовать. И, так очень пассивно. А потом вдруг пошли какие-то сообщения или какие-то посты о том, что один сбросил там столько-то килограммов, другой там потерял столько-то сантиметров талии. И я думаю, о-о. А я, несмотря на то, что я, как Виктория сказала, микробиолог, знаю все обо всем, я не могла сама себе помочь никаким образом. И я уже, честно говоря, думала, что, это приговор, это возраст, потому что в определенном возрасте мы все должны набрать определенное количество килограммов, и, это жизнь. И вот, кстати, Наталья врач была для меня последним пунктом, потому что я подумала, что мы лежим близко по возрасту, я думаю, если Наталья врач смогла потерять 8 килограммов, а сейчас она уже потеряла 10, когда мы закончили. Вот спасибо, Наталья. Это была вот именно последняя точка мотивации, где я решилась позвонить Виктории. И, кстати, не пожалела ни разу. Спасибо. Но ты позвонила, и скажи, пожалуйста, каким образом, как ты долго к этому шла, как ты меня проверяла, как ты... Во-первых, я подумала, я поспрашивала знакомых, кто ли знает, потом я в интернете почитала, и кое-кто тебя знал, и дали тебе хорошую рекомендацию. Спасибо. Мое имя, честно, я не буду называть персону. Да, я хорошо знаю эту семью, это приличная семья, и потом меня очень сподвигнул тот факт, что Виктория обещала вернуть деньги, если ничего не получится. Я думаю, ладно, это все-таки не такие там деньги, что лучше пожалеть о том, что попробовал, чем жалеть о том, что не попробовал. И думаю, в конце концов она вернет мне мои деньги. Потому что я, честно говоря, не верила в успех вообще ни одного разу. Потому что, я была такая очень неприятная, наверное, ученица, которая знает все про все. Я постоянно скандалила, постоянно что-то выясняла, не верила. И свои доводы, у меня была своя религия, я знала все, но у меня не было методики, и я я не могла себе помочь даже за 2 килограммами. Но хочу еще что сказать, что Инга, она настолько не верила, что мне пришлось ей сказать: пожалуйста, пообщайся с какими-то моими выпускницами, что все мои интервью с девочками и на ютубе это не мои сестры, это не мои подруги, столько у меня их нет. Пообщайся и послушай других людей, их мнение и так далее. У меня очень много врачей, и там научных сотрудников, и все, которые все, как и ты говоришь, о себе все знают. И ты пообщалась? И я, прежде чем начать, естественно, потому что я такая неверующая Фома, я сама выбрала этих людей, с которыми я хотела бы пообщаться. И она мне дала телефоны или эти имена, и я контактировала 2 людей, с которыми я просто говорю, в чем фишка, в чем система. Люди мне популярно объяснили, люди были очень позитивные. Спасибо, Анна, спасибо, Наталья. И я приняла решение. Это был очень трудный период, потому что это был декабрь, это были Юли Фрокосты, Рождество. Это было все эти мероприятия, и И Новый год впереди. И Новый год, и я подумала, что может быть даже это хорошо, потому что Виктория научила меня, как, если ты переел накануне, как дальше жить, как с этим, потому что это тоже важно, уметь все эти
Секретики, Виктория Секрет, как да, все Виктория говорят. Секрет, да. Вот, и как бы, да, и, ну, вначале, конечно, я была совершенно против и тормозила обеими ногами, руками, не верила ни во что, думала, сейчас скоро деньги получу назад. Да, Но в один прекрасный день Инга мне написала или позвонила и сказала: Виктория, я так не могу, я хочу с тобой увидеться. Вот просто личный контакт. Я не понимаю, как это такое, что-то нечто виртуальное, по телефону, по скайпу, по вайберу, я должна тебя потрогать. И вот мы встретились в кафе, поговорили с друг другом, Инга расслабилась, поверила. И что вы думаете? На следующий день у Инги на весах было минус 800 грамм. Да? Аллилуйя, 8 раз. Мы все разные, и мы... кто-то верит сразу, кто-то приходит ко мне после очень длительных, тяжелых перемен в своей жизни, экспериментами над своим организмом и так далее. Кто-то сразу верит, кто-то вообще не верит, кто-то, как ты, хотел меня потрогать. Вот я, пожалуйста, здесь такая, и все хорошо. И процесс пошел. Да, мне было очень важно, потому что я не могла, я не могла общаться с голосом, потому что мы почему-то только на телефоне были. Я думаю, ну как, она даже меня не видела, а вдруг у меня какие-то дефекты, вот думаю, что она скажет, вот тебе это нельзя. И я просто настаивала на этой встрече. Я сама приехала в Кёльн. Ну окей, это очень далеко, 30 километров от Копенгагена. Мы как бы так хорошо посидели, подружились, и я... В принципе, очень рада знакомству с Викторией. Взаимно. Спасибо, моя хорошая. Да. Я рада, что ты доверилась, что ты поверила мне, в себя поверила, в свои силы. Но расскажи, пожалуйста, другим, будет, может быть, интересно, что же я такого сделала, что же такого было неожиданного для тебя, хотя ты уже перепробовала абсолютно все диеты или не диеты, или как-то ты экспериментировала, ты много читала, во всяком случае. Да. И чем же я отличилась, что я тебе как-то... Да потому что ты колдунья, Виктория. Виктория, колдунья. Я, честно говоря, пугаю людей. Она меня заколдовала. Нет, я даже как бы... Мне было как бы немножко стыдно обращаться к Виктории, потому что, ну, как бы, я знаю все. Я знаю все. Я могу сама там все. И Виктория, в принципе, мне много вещей говорила, которые я уже знала. Но почему-то, не знаю, мне кажется, потому что у тебя система есть какая-то. Потом очень это дисциплинировало, что ты каждый день должен отчитываться о своем весе. Или как бы у нас был такой непринужденный разговор, ну что ты сегодня завтракал, ты расскажи про то, про сё, там. Потом все вот эти вот маленькие подсказки или маленькие секретики, которые ты давала, как вот, например, я сейчас не буду все секреты рассказывать, естественно, вот, которые секретики, которые как вот, ну, как продержаться там, чтобы не быть голодной, там, ну, не знаю. И потом, мне кажется, личное обаяние и... Я даже не знаю, мне кажется, ну, это волшебство. Ну, волшебство это лучше, чем колдовство. Спасибо. Но я думаю, понимаешь как, мы научились... Моя система как основана? На чем? Я сама всю жизнь в бизнесе. И все это основано на каких-то ресепшн, вечеринках, каких-то банкетах, каких-то перелетах, командировках и так далее. Отпусках, в конце концов. Да. И мы должны нормально жить. Ты не должна, вы все должны нормально жить, вы все должны ходить в рестораны, на дни рождения и так далее. Это не диета, это как бы образ жизни, да, в который я вас постепенно ввожу, обучаю, и вы все абсолютно даете великолепные результаты. Посмотри, какая ты у нас красавица-стройняшка, да, и все другие. И меня, конечно, это радует, и больше всего меня радует то, я всегда повторяюсь, наверное, в каждом своем интервью с вами, меня больше всего радует, что вы не только физически меняетесь, но и у вас многое здесь меняется в голове. Да. Потому что вы делаетесь более позитивными, вы не боитесь еды, вы не боитесь ходить в гости, вы не боитесь ездить в отпуск, как ты же тоже ездила, да, и все было прекрасно, хотя ты волновалась. Ездила домой, где кормили так. Ой-ой-ой, да. Вот, все вкусное и родное. Так что это, конечно, прекрасно, что вы меняетесь, и я счастлива, что я что-то там как-то вас меняю, и вы начинаете жить. Меняешь. И просто вот эти все, как бы, вот эта поддержка и вот эта, как бы, эмоциональная, как сказать, ментальная поддержка. Во-первых, в самом начале, например, когда мы ведем запись нашего веса, то если вдруг ты там один день у тебя плюс 300 грамм, ты впадаешь в панику, Виктория. Вот сейчас, например, да, сейчас я продолжаю себя взвешивать, и как бы теперь я так живу.
И мне нравится моя жизнь. И как бы теперь, если плюс там 200 грамм после суши там или уже никакой паники, потому что Виктория уже научила, как к этому относиться, и как бы действительно на самом деле раскрепостила и, не знаю, просто получать удовольствие от жизни, никаких запретов вообще. Я помню, спросила у тебя: Вика, а вот если, например, бульон куриный или вино, ты говоришь: я бы выбрала вино. И теперь как бы я думаю: отлично, потому что как бы, ну, вино, там, ты живешь нормальной жизнью, просто ты получаешь от этого удовольствие и как бы разумно прислушиваешься к своему организму, как бы, голодна ли я, хочу ли я еще, или мне отложить это. Не знаю, мне кажется, я на самом деле очень довольна, что я с тобой познакомилась. Спасибо большое. Я очень рада, что вы начинаете все прислушиваться к своему организму, к себе по-другому относиться, начинаете себя любить. Ты рассказала, что вот позавчера или вчера у вас был какой-то там тоже пати, и принесли огромное количество изобилия какой-то разной пиццы и так далее, и ты ее не хотела есть, эту пиццу. Вот, понимаешь, у вас тоже меняются вкусовые какие-то стереотипы, понимаешь, вот то, что мы пока проговариваем, мы изучаем, и ты уже понимаешь, хочу этого или нет. И это так здорово, я считаю, это такая свобода, когда ты можешь сказать: а я не хочу пиццу, я хочу что-то другое съесть. Да. Или у всех же у нас разные пристрастия. Кто-то зависим от сладкого, кто-то от макарон, от этих быстрых углеводов, да, кто-то, я не знаю, там, от авокадо или от овсянки, к примеру. У всех по-разному как бы проходит этот процесс. Все сначала не верят, да. И в завершении получается прекрасная работа. Да, весы сломались. Да, на второй неделе все мне говорят: весы сломались. Да, я помню, как я написала Виктории, думаю: Виктория, что-то странное с моими весами. На полном серьезе, думаю, как-то... Она говорит: ты не первая, все это пишут. И все говорят. В какой-то момент. Да. Ну, здорово. Я рада, Инга, что ты довольна собой. Я довольна. Я счастлива и всегда говорю, что я за вас, за всех рада, всегда, гораздо больше, чем вы сами за себя. Великолепно выглядишь, прекрасно, как бы настрой у тебя такой хороший, вижу, да, бодрый. Спасибо. И это, конечно, дорогого стоит. Я так счастлива, когда я вижу ваши перемены, ваши успехи и ваши достижения. Это такое большое счастье для меня. Я обожаю свою работу. Виктория молодец, да. И серьезно. Я не то, что там, во-первых, я очень довольна, что вот мы подружились. Я очень рада, что ты мне как бы промыла мозги, которые у меня были такие очень уж умные, да. И как бы теперь получается, что как бы, ну, я теперь так живу, и я не хочу с этого соскакивать. Мне это нравится, нравится моим друзьям, это как бы я буду имплементировать своим взрослым детям, и как бы я надеюсь, что мы теперь будем просто подружки. Да, конечно, будем. Боже мой, а ты помнишь, сейчас отвлекусь немножечко еще перед тем, как мы попрощаемся, что ты даже не могла предположить, что я своих клиентов иногда вижу именно вот в такой день, как сегодня, первый раз. Ты была у меня исключение, когда я говорю: ну ладно, приди меня потрогай, что я живая и все нормально, и не виртуальная какая-то особа, да. Вот. А так, действительно, когда процесс завершается и великолепный результат как бы у всех есть, то мы потом начинаем дружить. И это так здорово. Вы такие все милые, чудные, я вас всех очень люблю. Спасибо, Виктория. А я еще хочу добавить, что вот мы подружились с этими двумя девушками, которых я допрашивала о Виктории на Фейсбуке. И я просто даже Виктории предложила: а вот если бы нам как-то всем вместе, вот нам, вот ученикам, там, выпускникам проекта, просто встретиться, потому что вот как бы у нас очень много объединяет. Конечно, правда? Было бы здорово. Это великолепная идея, и мы обязательно это сделаем. Мы сделаем встречу с выпускниками хотя бы в Дании пока, да, те, которые у нас уже очень много их. Вот, в середине апреля я лечу в Киев. Там я тоже соберу нескольких своих учениц, выпускниц, то есть, да, тоже с ними проведу интервью. В планах есть полететь в Лос-Анджелес, потому что не каждый может сюда приехать. Да, там тоже соберем. Ну, а вообще, в принципе, когда-нибудь мы соберемся все вместе и сделаем какую-нибудь великолепную вечеринку, где вы будете все кушать, радоваться жизни и будете очень довольны самими собой. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы сегодня были все с нами. Спасибо, Инга, за то, что ты ко мне пришла в гости. Спасибо, что я могла прийти к тебе в гости. Конечно же, и сейчас мы с Ингой едем, как обычно, по Nordic Balance традиции в ресторан.
отмечать не минус 10, но минус 7, но Инге больше не надо. Да. Победу минус 7 килограмм. Оттуда, может быть, мы тоже сделаем небольшой репортаж. Но, друзья, я желаю вам счастья, любви, стройности, здоровья прежде всего. И помните, пожалуйста, о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Всех вам благ. С вами сегодня была Виктория Андерсон и моя выпускница Инга. Пока!